Всем привет! Мы на канале уже давно разбираем всевозможные аспекты проведения реанимационных мероприятий. Ожидаемый эффект реанимации, то есть зачем мы вообще проводим компрессии, ИВЛ и остальную терапию, это восстановление сердечной деятельности. Ну хорошо, сердце бьется. А что делать дальше, чтобы оно продолжало биться? Вот про это и расскажу. Постреанимационная болезнь на ПРО-СМП. Поехали! Успешное восстановление эффективного кровообращения – это только первый шаг к цели. А главная цель реанимационных мероприятий – полное восстановление после остановки сердца. Специфическое состояние организма, возникающее после успешных реанимационных мероприятий, называется постреанимационная болезнь. Она развивается из-за тотальной ишемии во время клинической смерти и последующей реакции органов и тканей на восстановление кровообращения. Тяжесть этой болезни будет разной в зависимости от причин и длительности остановки сердца. Например, если остановка сердца оказалась совсем кратковременной, постреанимационной болезни может вообще не быть. Какие органы нас прежде всего интересуют? Правильно, сердце и мозг. И сердечно-сосудистая недостаточность приносит максимальное количество проблем в первые 3 дня, а повреждение мозга больше влияет на исход в поздний период. В результате своих реанимационных мероприятий мы планируем не только добиться кратковременного восстановления сердечной деятельности, но и вернуть к жизни социального человека, а не овощ с кучей патологий. Ну или органы для трансплантации получить. Грамотная терапия постреанимационной болезни – это залог успеха, иначе все ваши упражнения во время реанимационных мероприятий были выполнены напрасно. Гипоксическое ишемическое повреждение головного мозга после остановки сердца чаще всего связано с гипотензией, гипоксемией, гипероксемией, лихорадкой, гипогликемией, гипергликемией и судорогами. Ишемия и последующая реперфузия всего тела при остановке сердца, СЛР, и восстановление кровообращения активируют иммунные пути и коагуляцию, способствуя полиорганной недостаточности и увеличению риска инфекции. Таким образом, постреанимационная болезнь имеет много общих черт с сепсисом, включая истощение внутрисосудистого объема, вазодилатацию, повреждение эндотелия и нарушение микроциркуляции. Что со всем этим делать-то? Идем по стандартной схеме. Дыхательные пути, дыхание, кровообращение, остальная терапия. Дыхательные пути. Трахея может быть интубирована до, во время или после остановки сердца, в зависимости от ситуации и конкретных обстоятельств. В большинстве случаев интубация будет выполнена во время реанимационных мероприятий или, если пациент остается в коме, после восстановления сердечной деятельности. Не вижу смысла объяснять необходимость интубации во время СЛР. Если надо освежить знания, смотрите предыдущие ролики. Но если во время СЛР трахея не была интубирована, то после восстановления спонтанного кровообращения интубацию необходимо выполнить. Это значительно облегчит постреанимационную помощь, которая включает контролируемую оксигенацию и вентиляцию, защиту легких от аспирации желудочного содержимого, контроль судорог и так далее. Надо учитывать, что пациенты после восстановления кровообращения гемодинамически нестабильны. Поэтому, если вы интубируете трахею уже после успешной реанимации, надо тщательно подбирать препараты и их дозировки, чтобы опять не вогнать пациента в клиническую смерть своим лечением. Не существует рекомендаций по конкретной комбинации лекарств, но следует использовать низкие дозы седатика, анальгетика и короткого миорелаксанта. В условиях отечественной скорой помощи используем фентанил и диазепам. И да, их надо использовать, так как ларингоскопия без них может опять ввергнуть пациента в пучину смерти. Не умеете интубировать? Хотя бы ларингеальную маску поставьте. Переходим к вентиляции. Во время реанимационных мероприятий вы использовали 100% кислород. После восстановления кровообращения целью должен быть мониторинг оксигенации либо с помощью пульсоксиметра, либо, что предпочтительно, с помощью раннего анализа газов артериальной крови. Сатурация, измеряемая сразу после восстановления сердечной деятельности, сильно варьируется от гипоксемии до крайней гипероксемии. После восстановления сердечной деятельности рекомендуется использовать 100% кислород,
пока вы не сможете достоверно измерить сатурацию. С патофизиологической точки зрения, пациенты после остановки сердца подвергаются риску развития гипоксически-ишемического повреждения головного мозга и сопутствующей органной дисфункции. Исследования показывают, что церебральная ишемия у пациентов после остановки сердца чаще приводит к плохому исходу. Мозг без кислорода не живет и не восстанавливается. Хотя исследования по этой теме неоднозначны. Кстати, если хотите почитать использованную литературу или руководство по теме видео, переходите на сайт Boosty. Там мы выкладываем использованную литературу, аудиоверсии и всякие другие полезности. Там же можно стать спонсором нашего канала или просто оставить донат. Ссылка есть в описании под каждым роликом. После того, как пульсоксиметр начал достоверно показывать сатурацию, стоит добиваться показателя 94-98%. У большинства пациентов после остановки сердца контролируемая оксигенация потребует интубации трахеи и искусственной вентиляции легких продолжительностью как минимум 24-72 часа. Исключения составляют пациенты, находящиеся в полном сознании, с открытыми дыхательными путями, которых следует лечить с помощью кислородной маски или неинвазивной вентиляции легких с целью достижения той же сатурации кислорода 94-98%. Таким образом, целесообразно титровать вдыхаемый кислород, регулируя либо поток кислорода, если используется вентиляция с помощью мешка и маски, либо фракцию кислорода во вдыхаемой смеси, если используется механический аппарат искусственной вентиляции легких. Теперь экспертный режим и контроль выдыхаемого углекислого газа. Во время клинической смерти мы чаще всего наблюдаем выраженную гипокапнию, что-то на уровне 10-15 мм ртутного столба. После восстановления сердечной деятельности значения углекислого газа в крови и в выдыхаемом воздухе обычно повышаются из-за гиповентиляции и плохой тканевой перфузии, которые перенес пациент во время клинической смерти. Углекислый газ является регулятором тонуса кровеносных сосудов и мозгового кровообращения. Гиперкапния увеличивает мозговой кровоток, внутричерепной объем крови и внутричерепное давление. Гипокапния, наоборот, вызывает вазоконстрикцию, которая может уменьшить мозговой кровоток и вызвать ишемию головного мозга. Основным методом контроля парциального давления углекислого газа у пациента, находящегося на искусственной вентиляции легких, является регулировка минутного объема путем изменения частоты вентиляции и дыхательного объема. В целом, нормальный дыхательный объем, то есть от 6 до 8 мл газовой смеси на килограмм идеальной массы тела, и нормокапния, то есть парциальное давление от 35 до 45 мм ртутного столба, являются стандартом лечения, особенно на первых порах терапии постреанимационной болезни. Переходим к гемодинамике. Если с ней ничего не делать, то чаще всего картина развивается следующим образом. Во время проведения реанимационных мероприятий мы со страшной силой накачивали пациента адреналином. После восстановления сердечной деятельности развивается тахикардия, иногда с гипертензией. Учитывая дыхательные и метаболические нарушения при реперфузии, а помимо этого скорость метаболизма адреналина, сердце удивляется происходящему, и через пару минут тахикардия переходит в брадикардию. Артериальное давление падает, и, если ничего не предпринять, пациент возвращается в объятия смерти. Что делать? Компоненты обеспечения артериального давления – это объем, сосудистый тонус и сердечный выброс. Объем можно увеличить при помощи инфузии кристаллоидов, но надо понимать, что своей инфузией мы не добавляем форменные элементы крови. Сколько эритроцитов было, столько и осталось. Соль и вода не сильно участвуют в транспорте кислорода. Второй аспект. Жидкость – это необходимая составляющая отеков, в том числе и отека мозга. А мы вроде бы хотим головной мозг поберечь, так что увлекаться большими объемами инфузии не надо. На сосудистый тонус отлично влияют вазопрессоры. Препарат выбора – норадреналин. Вот он поможет качественно и точно регулировать артериальное давление. Обычно стартовая доза 0,5 микрограмм на килограмм в минуту. Дальше, в зависимости от показателей мониторинга, снижаете или повышаете дозу. В редких случаях нужно еще само сердце попинать. Для этого можно использовать добутамин, но только в смеси с норадреналином. Проблема в том, что пинать сердце, которое только что перенесло критическую гипоксию,
как-то не очень. Поэтому добутамин лучше назначать после того, как по УЗИ подтверждена низкая сократительная способность миокарда. Цель всех этих мероприятий – поддержание среднего артериального давления выше 65 мм ртутного столба. На всякий случай напомню, что среднее артериальное давление – это 1/3 систолического плюс 2/3 диастолического. От него зависит церебральная перфузия, точнее церебральное перфузионное давление, которое является функцией от среднего артериального давления. А церебральная перфузия, то есть мозговой кровоток, это единственный способ мозга не только получить кислород и питательные вещества, но и справиться с отеком. То есть это напрямую влияет на итоговую выраженность неврологического дефицита. Короче, при помощи норадреналина поддерживаем артериальное давление на нормальном уровне. Что касается частоты сердечных сокращений. В одном ретроспективном исследовании показано, что тахикардия связана с плохим исходом. Кстати, брадикардия, наоборот, связана с хорошим исходом. Это не к тому, что надо специально вызывать у пациента брадикардию на догоспитальном этапе. Это про то, что не надо применять препараты, которые могут вызывать тахикардию. Например, не надо применять адреналин или атропин без специальных показаний. Используйте норадреналин, он тахикардию не вызывает. В рекомендациях Европейского совета по реанимации 2021 года вообще предлагают с брадикардией ничего не делать, пока не появятся признаки гипоперфузии, например, снижение диуреза или увеличение лактата. Что касается гормонов, на данный момент нет достаточных данных в поддержку использования кортикостероидов в терапии постреанимационной болезни. Европейский совет по реанимации предлагает воздержаться от рутинного применения гормонов у пациентов с восстановлением сердечной деятельности. Следующая неочевидная проблема – это судороги. Они возникают примерно у 20-30% пациентов в постреанимационном периоде. Понятно, что судороги, особенно генерализованные, для мозга крайне неприятны. Потребность нейронов в питательных веществах при судорогах повышается, а организм эту потребность обеспечить не может. Однако в настоящее время нет убедительных доказательств в пользу рутинного применения тиопентала или диазепама с целью именно подавления судорог. Однако пропофол и бензодиазепины рутинно используются в первые дни после остановки сердца для синхронизации с искусственной вентиляцией легких. В зависимости от используемой дозировки эти препараты крайне хорошо подавляют судороги и эпилептиформную активность на энцефалограмме. Что касается всяких нейропротекторов, тут все неоднозначно. В экспериментальных моделях некоторые нейропротекторы показывают эффективность, а вот положительного клинического эффекта они не продемонстрировали. Так что хотите, применяйте. Следующий этап – контроль температуры тела. Лихорадка однозначно плохо. Управляемая гипотермия – хорошо. Однако не рекомендуется играть в управляемую, а точнее неуправляемую, гипотермию на догоспитальном этапе. Не надо бесконтрольно вливать в пациента холодные растворы. Помните, что инфузионные растворы должны быть подогреты, иначе ваш пациент может приобрести комнатную температуру. И не надо транспортировать раздетого пациента зимой в холодной машине. Температура в машине должна быть комфортной не вам, она должна быть комфортной для пациента. А если у пациента лихорадка, что вряд ли будет на этапе скорой помощи, применяйте антипиретики. Не забываем пользоваться глюкометром. Если с гипергликемией нам на скорой особо справиться нечем, то вот гипогликемию мы побороть можем запросто. Идеально, если у пациента удается поддерживать содержание глюкозы крови в пределах нормальных значений. Что еще? А еще есть всякие высокотехнологичные методы спасения пациента, его мозга и возвращения его к социальной жизни. На скорой помощи таких методов нет. Зато есть больницы. Чем быстрее вы доставите пациента, тем больше у него шансов. Этап скорой помощи – это только начало. Постарайтесь выполнить свой этап хорошо. И тренируйтесь, так как теория без практики не работает. На этой ноте и закончим. Понравился этот ролик? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если очень понравилось, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Спонсорам доступны всякие дополнительные плюшки, от статей и аудиоверсий роликов до надписи с именем на борту космолета. Все ссылки в описании. Хорошего вам дня и до новых встреч!